Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня вас ждет долгожданная история о бородавке. Я перезалила это видео в связи с определенными требованиями YouTube. Итак, если помните, месяц назад у меня было видео на канале про огромную подошвенную бородавку, которую мы изначально начали выводить Корнекс гелем от торговой марки Карт, но, честно говоря, это средство оказалось слабеньким для такой большой бородавки. После прихода девушки через неделю я не заметила никаких улучшений, поэтому мы поменяли препарат. Предложили мне использовать Verugal от торговой марки Bayer, но я, честно говоря, уже немножко скептически отношусь ко всем этим средствам, и стоит оно недешево, поэтому купила только 10 грамм. Его можно покупать на развес, и мне этот вариант очень понравился. И вот это вот состояние бородавки уже через неделю использования Verugal. Кожа заметно размягчилась, бородавка как будто бы выходит наружу. Всю эту омертвевшую кожу я срезаю кусачками, таким образом пробираясь к центру бородавки. Далее у нас идет уже очень чувствительная зона, поэтому я откладываю на кожницы и беру аппарат. Здесь мне пригодился шарик с синей насечкой. Шариком продолжаю срезать кожу вокруг бородавки. Вот так вот я зачистила ее, и теперь самое время применить средство Verugal. Закрываю этим гелем нашу сердцевинку и оставляю в таком положении на 15 минут. Через 15 минут нужно убрать средство. Делаю это аккуратно, все-таки чувствительная зона. Убираю средство, обезжириваю АХД. И далее наношу салициловую мазь. Теперь необходимо сделать разгрузку на этом месте. И девушке домой тоже говорю, чтобы каждый день делала разгрузку и на работу ходила в обуви только с разгрузкой, чтобы меньше давить на этот участок кожи.
Заклеиваю пластырем и отпускаю домой. Каждый вечер на протяжении 7 дней девушка должна проделывать ту же самую процедуру. И через 7 дней мы назначаем следующий прием. В данный момент вы видите состояние бородавки уже через неделю. Опять-таки приступаю к обработке, к зачистке. Сначала мне показалось, что ничего не изменилось. Продолжаю зачищать шариком, и вдруг шарик проваливается. Я понимаю, что кожа здесь отслоилась. Ее можно спокойно срезать и пробраться еще глубже к очагу бородавки. Опять наношу средство Веругал и ждем 15 минут. Через 15 минут вытираю остатки геля, протираю спиртом, наношу салициловую мазь и опять-таки делаем разгрузку и заклеиваем пластырем. Следующий прием опять через неделю. Тем временем каждый вечер в домашних условиях клиентка продолжает делать то же самое. И вот перед вами сегодняшний результат, но усаживаясь в кресло, клиентка мне призналась, что выполняла процедуру дома всего лишь 2 раза из 7 дней. Это, конечно, очень печально, что не соблюдается правильность выполнения, что результат от этого может быть хуже. Видим мы практически чистую кожу, рисунок кожи восстанавливается, а это значит, что мы на верном пути. Единственное, что в самом центре еще совсем чуть-чуть нет рисунка кожи, а это значит, что борьбу с бородавкой нужно еще продолжить. Поэтому сегодня выполняю препаратный педикюр на этих ножках и отправлю девушку еще на неделю выполнять домашнее задание с гелем Веругал. Опиливаю форму на ногтях пилочкой на 180 грит. Далее пламенем счищаю птериги с ногтя. Выполняю на этих ногах препаратный педикюр. Для начала использую мыло. Смачиваю стопы водой. Вспениваю каплю мыла и массажными движениями очищаю стопы на протяжении 3-4 минут. Таким образом мы подготавливаем стопы к дальнейшему действию препаратов.
Следующий у нас энзимный пилинг. Наношу тонким слоем, но не втирающим, полностью на всю стопу, включая зону пальчиков и межпальчиковую зону. Далее у нас идет универсальный размягчитель. Его наношу только на огрубевшие участки кожи. Далее у нас размягчающий экстра гель. Он наносится тоже локально на зоны, где есть кератоз. Наношу его в виде аппликации на спонжик. Все это дело хорошо укутываю пленкой пищевой и оставляю на 15-20 минут. Этого времени мне как раз достаточно для обработки пальцев. На зону кутикулы наношу ремувер. Кюреткой вычищаю подногтевые пазухи. Здесь у нас есть некие залежи, которые нужно убрать. Ножничками срезаю кутикулу. После обработки пальцев приступаю к стопе. Разматываю пленку, беру тупой скальпель, он абсолютно не острый, счищаю размягченную кожу. Весь кератоз, огрубевшая кожа, омертвевшая у нас счищается с помощью скальпеля. Отличительной особенностью карты является то, что он действует там, где он нужен. Там, где огрубевшая кожа, он ее размягчает, а там, где у нас тонкая розовая кожа, размягчающий экстра лосьон не работает, а работает лишь энзимный пилинг, который улучшает свойства кожи. Посмотрите, как хорошо счищается кератоз на пятке.
Далее остатки препарата убираю с помощью воды с мылом опять-таки. Хорошо вспениваю, промываю стопы и смываю водой. Далее необходимо доработать кожу любым удобным для вас способом. Это может быть диск, а может быть и пилка. Я решила использовать сегодня пилку и приклеила файл на 180 грит. Скатываю размягченную кожу движениями сверху вниз. Таким образом шлифую ее и довожу наш результат до идеала. Последним этапом хочу заполировать ногти с помощью масла и бафа. Делаю это на очень низких оборотах. И теперь давайте посмотрим на результат. Вот такое вот у нас сегодня получилось информативное видео. Ссылку на все препараты, которые я использовала, оставлю в описании. Вот так вот выглядит на сегодняшний момент бородавка, вернее то, что осталось от нее. И надеюсь, уже через неделю мы полностью освободимся от этой проблемы. А я жду от вас в комментарии, подписку и лайк. Всем желаю здоровья, до новых встреч, пока-пока.